Льва, который провел в клетке 15 лет, наконец-то спасли и поместили жить в приют. Никто не знает, как он отреагирует, когда впервые в жизни почувствует свободу. И когда он выходит из клетки, происходит нечто удивительное. Когда дверь клетки была поднята, подул легкий ветерок. Для Алекса это был совершенно новый образ жизни, и никто не знал, как он отреагирует. У входа в клетку появилось усталое лицо, и все, казалось, затаили дыхание. Это был важный момент как для Алекса, так и для сотрудников организации Animal Defenders International. После нескольких секунд нерешительности гигантская лапа вышла из клетки и медленно опустилась на траву. Алекс посмотрел вниз, смущенный тем, что он почувствовал под своей лапой. Он только что впервые в жизни почувствовал траву и на самом деле не знал, как к этому относиться. У сотрудников разрывалось сердце от его замешательства. Алекс не должен был лишаться жизни в дикой местности. И все же в свои 15 лет он никогда не знал, что такое свобода. Первые 10 лет своей жизни он провел в частном зоопарке в Армении. Жизнь в зоопарке была не из приятных. Его клетка, помещение было маленьким и пустым. Но, по крайней мере, он мог увидеть других животных, которых тоже держали в клетках, и посетителей, которые приходили и уходили каждый день. Когда Алекс был маленьким, он находил людей весьма привлекательными, поскольку в его клетке не было ничего, что могло бы стимулировать его умственные способности, а постоянный поток людей, проходящих мимо, в какой-то мере развлекал его. Но в последние годы количество посетителей сократилось, и произошли изменения. Теперь в зоопарке жило все меньше животных, и вскоре владельцы решили, что пришло время вообще закрыться. Все животные, которые оставались в зоопарке, были довольно маленькими, в то время как Алекс был, безусловно, самым крупным существом. Он лежал в своей клетке и наблюдал, как всех остальных животных помещали в новые клетки и вывозили из учреждения. К концу дня зоопарк был полностью пуст, за исключением одного льва. Алекс сидел, прислонившись к прутьям клетки, и ждал, когда кто-нибудь за ним вернется. У него не было ни еды, ни воды, ни игрушек, ни чего-нибудь приятного, на что можно было бы лечь. Все, что у него было, это металлические прутья клетки на холодном, твердом бетонном полу. Алекс неделями наблюдал за происходящим, надеясь, что кто-нибудь найдет его. Шли дни. К этому времени местные жители уже слышали о его печальной истории, и несколько добрых любителей животных взяли на себя смелость отнести льву еду, чтобы он, по крайней мере, не умер с голоду. Никто не знал, что с ним делать, а власти, похоже, не были заинтересованы в поиске решения. Когда зоопарк был открыт, часто было слышно, как Алекс ревет, но теперь он перестал. Он слишком долго ревел, не получая ответа, и потерял надежду. Без общения с кем-либо жизнь Алекса стала очень одинокой. Зимы в Армении были суровыми, и без надлежащего укрытия в очереди часто было очень холодно. Так прошло целых 5 лет. Хотя его регулярно кормили, качество его жизни не улучшалось. Его шерсть стала тусклой и спутанной, в глазах постоянно читалась печаль, и он полностью разочаровался в жизни. К тому времени Алексу исполнилось 15 лет, и местные жители начали беспокоиться, что его жизнь подходит к концу. Никто не хотел видеть, как бедный лев умирает таким печальным и одиноким. Алекс, возможно, и прожил на свете 15 лет, но он никогда не жил по-настоящему. Одинокая жизнь за решеткой не подходила для такого прекрасного создания. Но Алексу наконец-то улыбнулась удача. История одинокого льва теперь распространилась за пределы Армении. В организации Animal Defenders International, занимающейся защитой животных в неволе
и диких животных в их среде обитания, узнали об этой печальной истории. Группа знала, что должна вмешаться и попытаться спасти Алекса, поэтому они собрали небольшую команду, которая вылетела в Армению и оценила ситуацию. Когда сотрудники организации Animal Defenders International прибыли в заброшенный зоопарк, они не могли поверить своим глазам. Клетка Алекса была крошечной. Красивый большой кот провел всю свою жизнь в этом месте. Он никогда не мог как следует взглянуть на небо, никогда не чувствовал траву под своими лапами, и у него не было игрушек, лакомств или других вещей, которые могли бы его развлечь. Вполне вероятно, что Алекс даже никогда в жизни не видел другого льва. Хуже всего было то, что последние 5 лет он провел в полном одиночестве. Все понимали, что нужно немедленно что-то предпринять. Вскоре команда узнала от местных жителей, которые некоторое время жили в этом районе, что Алекс родился в зоопарке, но сразу же был отделен от остальной семьи. Он никогда не знал товарищества Прайда, никогда не чувствовал материнской любви, никогда не играл с братом или сестрой. Его жизненный опыт был сведен к нулю. Подойдя к клетке, они заметили Алекса, забившегося в угол. Он даже не потрудился поднять голову при их приближении. Было ясно, что он сдался. В возрасте 15 лет Алекс был признан пожилым львом. В неволе средняя продолжительность жизни льва составляет 20 лет, но именно в это время у него появляется доступ к надлежащему большому вольеру. Он может общаться с другими львами и получать полноценную пищу. У Алекса никогда не было ничего подобного. Все в команде знали, что они хотели дать Алексу почувствовать вкус свободы в последние несколько лет его жизни. Теперь их единственной задачей стало вызволить его из заброшенного зоопарка. Команда организации Animal Defenders International, не теряя времени даром, начала наводить справки и разрабатывать планы, как дать Алексу совершенно новую жизнь. Были сделаны звонки в несколько авиакомпаний и заповедников, и было решено, что лучшим местом для него будет заповедник дикой природы в Южной Африке. Он всю свою жизнь провел в неволе, так что в его возрасте выпускать его на волю было уже нецелесообразно. Но убежище было гораздо лучшим выбором, чем то, что у него всегда было. Однако команда столкнулась с проблемой при поиске авиакомпании в Армении, которая могла бы перевезти льва. Как только все наладилось, на пути возникло еще одно препятствие. В конце концов, компания Qatar Airways Cargo объединилась с группой и предложила безопасно перевезти Алекса в его новый дом. Команда была безмерно благодарна авиакомпании за помощь. Следующей проблемой для них было то, как перевозить льва в таком длительном полете. Они решили, что лучше всего сделать надежный ящик и покрасить его в белый цвет, чтобы он как можно лучше отражал солнечные лучи. Внутри клетки команда распылила лаванду и филивей, гормон, благоприятный для кошек, чтобы сделать путешествие максимально расслабляющим для Алекса. Конечно, льву тоже нужно было дать успокоительное, но команда старалась, чтобы весь процесс проходил как можно спокойнее. Они не хотели усугублять травму Алекса. В день перелета команда успешно поместила Алекса в контейнер без каких-либо проблем. Смесь лаванды и филивея, казалось, сделала свое дело. У них возникло ощущение, что Алекс чувствует, что они пытаются помочь, и что его жизнь вот-вот наладится. Для команды тоже все было немного иначе, чем обычно, поскольку они привыкли перевозить довольно много животных одновременно. Однажды они даже летели с 33-го львами и тиграми. Это был первый раз, когда они перевозили льва в одиночку. Двое сотрудников организации Animal Defenders International летели одним самолетом с Алексом и не могли не улыбнуться про себя,
узнав, что никто из пассажиров не знал, что под ними находится лев. Все были очень довольны тем, как хорошо Алекс перенес поездку. Было ясно, что лев был готов для этого нового старта. Теперь начиналась настоящая тяжелая работа. Команда добилась успеха с Алексом. И теперь они больше всего на свете надеялись, что он хорошо адаптируется в своем новом доме. Одинокий лев никогда не знал ничего, кроме своей крошечной клетки. А теперь у него будет большое открытое пространство с травой и развивающими игрушками, на что можно будет залезть. И что самое главное, он сможет увидеть других больших кошек, таких же, как он сам. Хотя это было бы нелегко. Алекс не знал, каково это – находиться на улице и как общаться с другими львами. 15 лет в клетке также привели к проблемам с подвижностью. Из-за отсутствия свободного пространства, где он мог бы передвигаться, прыгать и лазать, его мышцы ослабли, неправильное питание не помогло, и теперь он очень неуверенно держался на ногах. Клетку Алекса поместили в его новый вольер, и все отошли на безопасное расстояние, прежде чем поднять крышку. Все присутствующие понимали, насколько важен этот момент, и больше всего на свете надеялись, что все пройдет гладко. Люк поднялся, и все глубоко вздохнули, когда лев осторожно выглянул из клетки. Алекс явно все еще не пришел в себя. После он принимал успокоительные и с опаской относился к новой обстановке, в которой оказался. И теперь странное ощущение травы под его лапами было просто невыносимым, не так ли? Прошло несколько минут, прежде чем лев предпринял что-то еще, и никто не знал, что произойдет дальше. Алекс медленно вышел из клетки, все еще не твердо держась на ногах. Когда он полностью выбрался из клетки, он просто стоял на месте, оглядываясь по сторонам, как будто не мог поверить, что теперь он может бродить по всему пространству. Затем он сделал то, от чего все вокруг расплакались. Пожилой лев лег на траву, и он поднял голову к солнцу. Был прекрасный ясный день, и легкий ветерок развевал его гриву. В небе кружили птицы, и Алекс с изумлением наблюдал за ними. Тогда-то все и поняли, что одинокий лев никогда раньше даже не смотрел в небо. В последующие дни Алекс, казалось, стал более уверенным в себе и больше времени проводил в своем вольере. Игрушки, по-видимому, были его любимым занятием, и работники приюта удивлялись тому, как сильно лев уже изменился. Наблюдать за его игрой было все равно, что наблюдать за гораздо более молодым львом. Впервые в жизни у Алекса появилось какое-то интересное занятие. Ему потребовалось немного больше времени, чтобы добраться до границ своего загона. Команда приютила его самостоятельно, так как после 15 лет одиночества они не могли рисковать и оставлять его с другими львами. Но они надеялись, что со временем он сможет жить с другим пожилым львом. Со всех сторон своего вольера Алекс мог видеть других крупных кошек, что тоже было для него впервые. Его ближайшими соседями были два льва-самца по имени Рэй и Симба. Сначала он не решался подойти слишком близко к краю своего загона, чтобы получше разглядеть своих новых соседей. Рэй и Симба, с другой стороны, были любознательной парой и, не теряя времени даром, каждый день знакомились с Алексом громким ревом. Алекс не ревел 5 лет, но это должно было измениться. Через несколько недель он, наконец, набрался храбрости, чтобы пойти и взглянуть на Рэя и Симбу. Двое его соседей улеглись поближе к забору, как будто знали, что Алекса нужно медленно знакомить. Через некоторое время он тоже улегся и некоторое время лежал неподвижно, просто вдыхая их запах. Сотрудники приюта были очень довольны его успехами. Примерно через час Алекс встал, повернулся лицом к двум своим новым соседям и издал негромкий рык. После 5-летнего молчания
одинокий лев обрел голос и новых друзей. Жизнь Алекса полностью изменилась. Наконец-то он впервые почувствовал себя счастливым. И хотя его состояние все еще было не лучшим, оно улучшалось с каждым днем. Алекс теперь мог прыгать, карабкаться и делать длинные прыжки. Если раньше он боялся соседей, то теперь больше всего на свете любил поболтать с Рэем и Симбой. И с каждым днем его рев становился все громче. Когда-то Алекс разочаровался в жизни, но теперь он процветал, и работники приюта были уверены, что впереди у него еще много счастливых лет. Самый одинокий лев в мире больше не был одинок. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.